Всем привет, меня зовут Аскиров Гидар, и сегодня мы будем снимать жесткое интервью В первом курсе на ядерные и атомные энергии. Сейчас ты точно разберешь. Я работаю уборщицей в этом вузе. Мне здесь нравится. Я люблю мыть пол. Как тебе ядерная энергетика? Спроси что-нибудь попроще, Гидар. А кто сказал, что будет легко, Гидар? Всем привет, я Аскеров Гидар. Мы Биба Да и не Боба. нравится. Ты нормально? Ты что снимаешь нас? Сам Гидар и Анфиса. Да, привет. Привет. Сегодня мы будем брать у нее интервью относительно вуза в моем. Как ты думаешь, трудно ли учиться в Московской энергетической институте? Ну да, конечно, есть предметы, которые тяжело даются, которые не так сильно преподавались в школе, а здесь их дают очень кратко, в основе того, что ты должен был это знать. И, конечно, это тяжело достаточно. По твоему мнению, какие особенности тебе нравятся в вузе, а какие нет? Мне нравится, что есть много разных увлечений, которыми ты можешь заниматься, активная деятельность, волонтерство и так далее. А не нравится... Есть преподаватели, которые не очень интересно, наверное, я бы сказала, преподают свой предмет. Да, можно и так сказать. Бывало то, что тебе занижали оценки? Можешь рассказать подробнее? 2 точки съехала, 2,5 балла. 2 точки? Да, на чертеже 2,5 балла. Это что, 2 миллиметра съехало, что ли? Да. Ясненько. Как устроена инфраструктура в общаге? Организация и... Получается, мы живем комнатами, общая кухня на одну половину, душ на весь коридор. Вот. Соседи есть адекватные. Вот я живу с 2 прекрасными дамами. Вот. Она неадекватная, которая бросает ручки из-за чертежей. Сколько ты получаешь стипендию в месяц? 10. Нифига себе. А сколько у тебя баллов за ЕГЭ? 260 ровно. 260? 10 тысяч. Мне бы такой стипендию. Чем отличается учеба в вузе от школы? Легче. Сон был хотя бы. Сколько ты в день спишь? От 2, 3, 4 часа. Бывает, повезет, если 5. Это в будни. В выходные, если мне не надо никуда вставать, могу 12 часов проспать за все будни. Сколько ты уделяешь время на домашнюю работу? То, что касается универа? Да. Вечер, ночь. То есть все время? Да. У тебя бывают, выходные, свободное время, когда ты увлекаешься своими хоббими, увлечениями? Я забыла, что такое мое хобби. А до этого чем ты занималась? Да, я занималась спортом, я работала. Сейчас этого нет в моей жизни. Вообще? Спортом я занималась боксом, получается. Здесь я не могу заниматься. А работы тоже нет. То есть нет возможности, и неудобно постоянно, когда я могу, например, ребята не могут. Поэтому это как-то... Спасибо, с вами был Анфиса. Жаркова Анна. Я учусь в группе ТФ-1322 в Институте теплоатомной энергетики. Так, сперва начнем с легкого вопроса. Трудно ли учиться в вузе? Я не думаю, что так можно однозначно ответить. Некоторые предметы еще легче, чем в школе, лично для меня. То есть я не прилагаю никаких усилий. А некоторые трудны скорее не своим материалом, а тем, как придется работать над своим предметом, чтобы найти, например, подход к преподавателю и защитить этот предмет, допуститься, например, до его защиты. И это во многом сложнее, чем в школе, поскольку в школе, по крайней мере, люди заинтересованы в том, чтобы ты получил достойную отметку. В вузе же такое крайне редко случается. То есть ты имеешь в виду, что преподавателям все равно то, что, какие у тебя знания, все. Просто как ты знаешь сам. Большинству преподавателей, они не заинтересованы в том, чтобы ты получил именно те знания, которые они дают на предмете, то есть качество преподавания их не особо волнует. Их волнует скорее тот результат, и неважно, каким образом ты его добьешься, зачастую это сложнее,
именно сдать преподавателю материал, чем выучить его. Вот из предметов какие тебе легче, чем в школе, а какие труднее? И почему? Ну, химия и математика, например, мне не очень нравятся. Я их люблю со школы. Пусть по математике у меня в школе не были прям выдающиеся результаты. В вузе тоже. То есть я как была на 4, так и осталась. Но, тем не менее, в вузе мне учиться легче. То есть я не прилагаю каких-то особых усилий, чтобы учить математику, так как ее преподают вполне сносно. Химию преподают, я бы сказала, очень даже хорошо, но я ее знаю благодаря исключительно, скорее, своему энтузиазму и своим знаниям. То есть химию я учу самостоятельно, нежели обучаюсь этому в вузе. А вот сколько ты набрала баллов, чтобы вообще поступить сюда? У меня довольно-таки средний балл, не сказать, что высокий, 221 балл. У меня не было никаких дополнительных там баллов, там, красный аттестат, либо же еще какие-то дополнительные индивидуальные достижения. И вот математика у меня довольно-таки средний результат, то есть там 66 баллов и физика 61. Это довольно-таки, посредственно. Не то чтобы ниже среднего, это средний результат, то есть как бы, но это и не блестящий, выдающийся. А по русскому? По русскому у меня 94 балла. Это как раз-таки моя визитная карточка. Ну да. А вот вообще, относительно времени, которого ты провел подготовкой к экзамену, трудно ли вот час относительно того времени? Если честно, оглядываясь назад, я понимаю, что многие эмоции, все, что я испытывала при подготовке к экзаменам, они притупились. Но вряд ли бы я хотела пережить это снова, вот весь тот трепет, который я испытывала, наверное, при подготовке к ЕГЭ. И тем не менее, сейчас я в той же ситуации, если не хуже, когда некоторые предметы, например, допуститься до экзамена сложнее, чем, собственно, сдать этот экзамен. И я понимаю, что, возможно, я бы лучше сдала 2-й раз ЕГЭ по физике, чем вот проходила все эти круги ада сейчас. Можешь кратко рассказать, как вообще происходит само контрольные задания, тесты, вот это все? По мне, так очень много сходств, как в школе. То есть я не увидела какой-то особой разницы в вузе и в школе, как бы в проведении контрольных мероприятий. То есть везде те же условия, то есть вы проходите тему, вы ее разбираете, и потом вы пишете по ней контрольную. И при этом разбираете вы ее примерно, вот как это называется, семинары, по сути, это тот же самый урок, просто в 2 раза больше. И разбираете вы точно так же. Преподаватель объясняет, потом вызывает к доске, там редактирует какие-то ошибки, указывает на них, вы их исправляете все вместе. Но это, естественно, если только повезет с преподавателем. Есть преподаватели, которые не заинтересованы вообще в работе над ошибками, либо же в какой-то деятельности со стороны обучающихся, то есть его задача просто рассказать материал, а уж поняли вы его или нет, это уже как бы ваша проблема. И никакой отдачи в этом плане вы не получите. Но это, опять же, вопрос везения. То есть в школе, возможно, вы тоже сталкивались с такими преподавателями. Как раз мы зашли речь о преподавании. Вот есть ли неадекватные преподы? Да, как и в школах. Есть в вузе неадекватные преподы, только проблема в том, что если в школе вам как-нибудь, может быть, нарисуют 3, то в вузе, на 3 надо еще не то чтобы попотеть. Вы можете знать на 5. Вы можете блестяще знать предмет, но по тем или иным, зачастую независящим от вас причинам, вы можете получить 3 в лучшем случае. И такое как бы вполне себе реально, потому что, опять же, есть преподы, которые действуют строго регламенту и под которых подстроиться очень просто, потому что вы знаете, собственно, все их требования, все условия выполнения и сдачи работ. А есть преподы, у которых 7 пятниц на неделе, и вы никогда не сможете угадать, что ему нужно от вас в конкретный момент, собственно, чтобы вот вы выдохнули, сдали все работы и были свободны. Да. А так вообще учеба в МИО вам нравится? Сама организация контрольных, которые почти каждые 2 недели. Контрольным я привыкла, то есть для меня контрольные не являются чем-то сверх какой-то задачей, но проблема в том, что, опять же, контрольная рознь. У одного преподавателя это может быть абсолютно обыденное явление, а у другого
это может быть как снег на голову, и вы не можете никогда знать точно, почему у вас такая-то оценка, что вы не так сделали, почему у вас тут ошибка, как вы ее исправить. То есть вы не получите никакой обратной связи от преподавателя. И более того, ну вот опять же, преподаватель не заинтересован в том, чтобы вы аттестовались успешно. К сожалению, это так, очень редко. Есть, конечно, преподаватели, которые будут вам названивать, написывать вам на почту, либо же вам говорить каждый семинар, что вот у вас долги, вы в срочном порядке должны это сдать. Есть же преподаватели, как и в школах, возможно, то есть многие, наверное, сталкивались с такими сварливыми учителями, которые не заинтересованы в том, чтобы вы успешно аттестовались. И, к сожалению, в ВУЗе ситуация это серьезнее, потому что вы рискуете отчислиться. Ну, это да. Жаркова Анна. Спасибо за внимание. Великолепная особа. Мы с Гидаром учимся в крутом вузе НИУМИ, Московский энергетический институт, в группе ТФ-13 на ядерной энергетике и теплофизике. Как учиться в ВУЗе? Что, как учиться в вузе? Да. В целом, учиться легче, чем в школе. Довольно, не скажу, что слишком сложно, не скажу, что слишком легко. Все в целом. Вот какие моменты вообще трудные, а какие легче, чем относительно школы? Ну, здесь больше самодисциплины, естественно. То есть приходится себя заставлять что-то делать, потому что нет какой-то злой классной руководительницы, которая скажет: ты чмо. Вот. Поэтому, ну и в целом предметов не больше, но дальше, мне кажется, будет сложнее. Вот ты сказала то, что в школе труднее было, чем здесь. Да. Почему? Ну, мне как-то проще здесь, потому что здесь можно не все сделать, например, не все сделать сразу. Да, потом будет хуже, но что-то как-то где-то можно и подсписать, у кого-то посмотреть. А в школе что-то не выучил, что-то не сдал, и все. Ну, то же самое же здесь. Ну нет, не совсем. Ну, то есть здесь можно поднести, потом где-то что-то, ну, не знаю, мне здесь проще. Вообще, как ты относишься к преподавателям? Они хорошо преподают? Ну, не все. К некоторым у меня есть некоторые претензии в плане преподавания. Ну, а так, есть, конечно, ну, как без таких скучно жить. Вот. Но в целом, пока нормальные преподаватели. А что тебе не нравится в преподавании? Ну, наверное, нет понимания, какого-то сочувствия, возможно. Ну и просто способность объяснять материал как-то по-простому. Вот, чувствуется сильная вот эта разница между студент и преподавателем. Хотелось бы, чтобы Ну да, я тоже тебя понимаю, потому как-то что на одной волне были. преподаватели такие, объясняют для себя. Да. Просто там на доске пишут и все. А вообще, какие предметы тебе трудно даются? Информатика. Тебе-то? Ну, потому что... Да. Потому что, я как бы изучала в школе программирование на питоне. Да. Я умею немножко на питоне писать. Я в школе, знаешь, что делал? 1.6 экран. Ну вот. Типа, я готовилась к ЕГЭ по информатике. Нифига. Я на него должна была идти, но не пошла. А что так? Ну, просто что-то я подумала, да я физику лучше напишу. Не написала. Лучше пошла на информатику. Вот. И у меня как бы есть какие-то азы, то есть я это перевожу на нашу сейчас информатику и примерно как-то понимаю. Но если бы у меня не было хоть какой-то базы, то я просто сидела вот так и думала, кошмар. Ну, в принципе, так Да. сейчас и есть. У меня Но- то же самое. Вот. Так что информатика, история. Я историю вообще никогда в жизни не учила, не знала. Мне просто всегда везло, мне ставили 5, и все. И я думаю, наверное, здесь так же. Мне кажется, ты описываешь мою жизнь. Вот. Ну, у меня просто, я не могу запоминать материал, вот именно
В таком виде, Текст. письменным, Да, или именно даты. даты, какие-то события. Мне вот надо, чтобы циферки... И формула, Да, вот это у меня, всё. у меня то же самое. А запоминать вот эти огромные миллиард страниц текста я не могу. Я даже прочитать это не всегда могу. Я просто в середине сижу, думаю, хватит. Вот затрагивал про баллы и предметы экзаменов в ЕГЭ. Насколько ты сдавал? И какие предметы? Ну, я сдавала русский, профильную математику и физику. В сумме у меня 234 балла, с доп. Баллами 240. Нифига. Я тоже хочу так же. А у тебя сколько? У меня 197. А, Ну, 8. 198. я русский на 94 написала. 59. Я в мои. Я тоже. Ну, прикол в том, что она в общаге. Ага. Да. Давай тогда про общагу. Как там живется? Ну, Сколько нужно баллов, чтобы в общагу? чтобы попасть в общагу, по-моему, минимальный балл у нас был 236. Правильно. Да? Да. Вот. Я изначально думала, что в общаге будет по-другому. Ну, я в целом такой человек, который легко находит общий язык с людьми, тусить, что-то ходить, там все такое. Я, кроме Ромы, Васи, Лизы и своих соседок по комнате, ни с кем не общаюсь. А что ты? Ну, я не знаю, мне просто... Вот бывает такое, что ты целый день в ВУЗе находишься, много людей, вот все ходят, что-то, а потом приходишь, тебе просто хочется, ну, полежать, да, ни с кем не контактировать вообще. Я не представляю, как вот у нас есть там ребята, которые приходят с пар, и потом еще до 5 утра где-то сидят, тусят, у меня просто на сил нет. Я хочу просто вот, чтобы никаких звуков не было, чтобы меня никто не трогал, меня никто ничего не спрашивал. Ну и как-то, ну, я не знаю, не нашла я как-то общий язык, да и мне и так и спокойнее живется. Вот. Ну, я в Инстаграме смотрю. И в Телеграме твои видосы. Я сейчас ссылку оставим. Не против? Ну, инсту можно. Ну все, на инсту оставим. Вот. Ну, по условиям, что могу сказать? У меня самая большая комната. Ну, типа, у нас как? Комнаты все делятся по размерам. У меня, по-моему, 22,7 квадратных метров. А снег упал. А в основном 19,8. Ну, то есть, когда на комнату смотришь, видна разница. У нас там хоть, не знаю, хоть нижний брейк танцуй, и нормально все будет. Вот. Что могу я сказать? Тараканы есть, бывают. Я тоже с тараками живу. Ну, типа, на кухне прям много, но их травят. Ну, не прям много, что ты идешь, и они вот так вот разбегаются. Ну, типа, моешь посуду, и бежит вот такой жирный дон так по стене. Вот. У нас есть такая тумбочка, ну, там, со всякими макаронами, кастрюльками. Ну, Кашами, наверное. ну да, типа вот то, что в коробках там такое. И там постоянно ты открываешь дверку, и просто по стеночке ползет таракан. Мы его не можем убить, потому что ты только открываешь дверь, он уползает вглубь. Когда закрываешь, в следующий раз открываешь, он подползает к краю. Ну, он просто туда-сюда бегает, и мы не можем его убить. Блин, у меня тоже самое на самом деле. Вот. А вот как там вообще организована система? В плане. В плане организации, там, охранники, там, что они, там, система допуска. Ну, у нас есть такие таблетки, пропуска синенькие. Ты заходишь, там сидит охранник. Один раз был такой охранник, он нам 30 минут рассказывал историю России и всякие вообще истории от, не знаю, от Петра до Путина, про футбол, про, не знаю, про Украину и так далее. Ну, короче, просто мы 30 минут сидели, слушали вообще обо всем и ни о чем. То есть он вас не впускал и рассказывал, или как это происходило? Он вообще у нас, ну, не охраняет. Его просто поставили то ли на замену, то ли что такое. Мы сидели, мы зашли все в общагу с ребятами. По-моему, мы ехали в гости к Мише. И мне и Роме надо было зайти за вещами. Мы пошли, и этот охранник пристал к Мише и к Ване. Мы спустились, и мы еще 30 минут сидели, слушали вот это вот все, что он там начал.
Вот. Еще у нас часто, когда заходишь, охранник с каким-то своим душбаном в нарды играет. Нормально, нормально. Вот. Мы... Ну, короче, ты проходишь, пикаешь, у охранника высвечивается... Значок? Ну да, типа на экране высвечивается, по-моему, лицо твое. Ну и все, ты проходишь. Лифт у нас никогда не работает, вообще никогда. Но если работает, то он, скорее всего, ты в нем застрянешь. Потому что, Бывало такое? да, я когда заселилась, мы с соседкой по комнате пошли гулять, потом возвращались домой, и мы просто в лифте застряли, свет выключился. И родители, когда меня селили, ну, типа, вещи поднимали, мама с папой тоже в лифте застряли, этот свет погас, а они там просто в темноте сидели. Да, ну блин. Так что мы до 4-го этажа ходим пешком. Вот. А как у вас устроено? Вот? Первый этаж, второй этаж, третий, четвертый? Ну, первый этаж, собственно, где охранник сидит. На втором этаже, насколько я знаю, живут только девочки. И там какой-то вход немного... Ну, не по основной лестнице, как мы поднимаемся, а где-то другой. Я не знаю вообще, как туда попасть, я там никогда не была. А третий этаж... Ну, что, третий под нами. Не знаю, я на 5-м, 6-м ни разу не была. Нет, один раз на 5-й поднималась, а так ну, я не хожу А особо. сколько там вообще этажей? 6. 6? Да. И в сумме сколько людей там живут? Ой. Ну, посчитай, смотри. Примерно на каждом этаже по... 100? Или Ну, меньше? ну, смотри, у нас... Вот мой этаж берем, да? Мгм. У нас последняя комната 248-я. Ну, то есть 48 комнат вообще всего. Но они ж не все жилые, там Ну есть да. для всяких матрасов, вот эта вот штука, все, короче. Ну, Ну, можно, я думаю, примерно комнат 600 человек, примерно. 500. 3 на 40. Ну, не. Ну, 120 на 6. 120 на 6 сколько? 120 на 6? 72. 720. Ну, да. Ну, я думаю, человек 700 живет. Да. 600, вот так. А там вообще какие курсы ты видела? Есть этаж шик? Да, конечно. У нас и у нас на этаже старшие живут. А там этот, с других наций, как их? Отдельные или Не, тоже вместе? все вместе. Ну, я знаю, что на нашем этаже, например, негров нет. Представителей, Чернокожие. да, короче, ну, афроамериканцы на 3-м этаже живут. Основном? Да. Ну, их немного. Просто, мне кажется, им комфортнее так. Ну, во-первых... Будет странно, если будет жить, не знаю, Рома, Вася, и с ними черный. И им как-то некомфортно. Ну, знаешь, как-то странно. Ну, ладно. Ну, ты понял, о Да, чём? да, Ну, да. просто, типа, не прям странно, ну, как-то ему, может, тоже У него вдруг общий язык найдет. английский. English. Ну, вот, а так остальные все вместе. Вот как думаешь, информатика тебя чему-то научит? Думаю, должна. Ну, только надо самой еще что-то делать. Ну, это понятно. Но вообще, самообразование тебе вообще в данный момент нравится? Не только информатика, а в общем. Но я еще не особо понимаю, потому что сейчас такие у нас предметы просто, ну, школьные, считай. Ну да. То есть нет каких-то специальных предметов, всего такого. Так что пока сложно говорить. Вот сейчас начнутся у нас там всякие сопроматы, в эти штуки, там какие-то физические, Вот это химические ждем. процессы. Вот это вот будем уже плакать. Че, физика соскучилась по физике? Ну да, есть момент. Хочется уже что-то это порешать. И? Арина! Вот. Александра Шабышова. С нами сегодня в гостях Аскеров Гидар, которому мы зададим парочку вопросов. Я буду сегодня в роли Ивана Шеховцова. Итак, нравится ли вам обучение в нашем прекрасном вузе НИУ-МАИ? Ответьте на этот вопрос. Я ожидаю честного ответа. Я должен отвечать честно? Ну, немного. Вы мне прибавите денег к стипендии, даже за это, как обещали? 350 рублей. 35 рублей? Да. Я нахожу вуз НИУ-МАИ достаточно перспективным.
Я нахожу вуз НИУ-МИИ достаточно перспективным для моего дальнейшего карьерного роста. Мне, в принципе, вся учеба здесь нравится. Мне нравится учеба в МИИ, я ее обожаю. Мне все дается очень легко. Учеба трудная, но я умный, я справляюсь. Не, ну, на самом деле я соглашусь, я одногруппник Аскерова Гейдара. Здорово. Всё нормально. Смотри, мне лично тоже нравится здесь обучаться, но вот если бы мне дали выбор помыть пол или сдать лабораторные по информатике, то я бы выбрал помыть пол. Но я думаю, так бы поступил каждый уважающий себя студент. НИУ-МИИ. Да, я с вами полностью Потому что согласен. сдавать лабы Аскеров слишком Гейдар. легко. Очень Ну, легко. лабораторные на самом деле наш вуз является одним из самых сложнейших вузов Да. в плане любого, в принципе, предмета, будь то вылизывать пол языком или сдавать лабораторные работы по информатике. Сколько ты зарабатываешь в день? В день я зарабатываю ровно в день я зарабатываю около полурулона туалетной бумаги и половины куска хлеба. Но это хватает для хорошей жизни Ну, то есть студента. это является довольно-таки, Ну да, это в 3 если раза выше, чем вообще-то прожиточный минимум по НИУ-МИИ. кто вам дороже? Я или Аскеров Гейдар? Это же глупый вопрос. Вы же и есть Аскеров Гейдар. Нет, я Иван Шаховцов. В самом начале. Давайте вот так сделаем. Так, да, все, начало интервью. Все. Попрощайся. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на Гейдара, он крутой.